Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас понедельник, 16 января. Время 20 часов в Киеве, 21 час в Москве. И мы проводим очередной стрим на канале. Назвали его «Как вернуть войну из Украины в Россию». Сегодня у нас в гостях наш друг Вячеслав Мальцев. Вячеслав, рад тебя приветствовать. Привет, привет. Да, ну вот ты понимаешь, мы решили этой теме посвятить эфир ровно с тобой, потому что, во-первых, мы провели с тобой эфир «Убой». Он имел известное внимание, по-моему, попал туда, куда надо, поскольку потенциально мобилизованные точно, наверное, ну какая-то их часть, может быть, даже ничтожная, но все-таки они что-то хотя бы услышали. Что им там грозит, и, по-моему, как мы и говорили, убой он и есть убой, падеж он и есть падеж, так оно вот прямо и происходит. В Украине, значит, всех, кого, значит, туда отправили, они, в общем, по большей своей части погибают. Мне это более чем близко, потому что я сам родом из Самары, ты из Саратова. А вот буквально в Макеевке погибло преизвестное количество как раз моих землячков. Вот, которые думали, что это развлекуха, а сейчас уже в черных пакетиках пластиковых едут домой. Марк, они кто-то доехал, кто-то сюда. Самая Они главная ничего не проблема, думают. что они ничего Что они не думают. Но, видишь, а мы эфиры проводим, глядишь, может, на 10-й или на 100-й задумаются. Но ты знаешь, остается еще очень один важный вопрос. Именно в 2023 году уже, по-моему, уместно о нем говорить. А вообще, как кончится война? Я сторонник прогноза, что год точно на это уйдет, но я не сторонник, это мое личное мнение, что война будет на истощении очень долгой, как некоторые прогнозируют, вот Financial Times, некоторые там Economist, прогнозы на 23 год делали, что это затяжная будет война на годы. И Столтенберг в один момент, как-то отвечая на вопрос, повторил то же самое. Я вот этого так не думаю, и как раз-таки мое убеждение, в том числе, помимо всех остальных аргументов, но зиждется еще и на том, что, честно говоря, так сказать, для окончания войны достаточно победы, с одной стороны, Украины при поддержке Запада, да, со всеми известной помощью, военными поставками, но еще и очень важный все-таки вот этот внутренний фактор. Войну закончит еще и проблемы, которые придется решать внутри самой России. И уже не до Украины будет или других пределов. Да? Причем эти проблемы, они нарастут до степени, когда их нельзя будет игнорировать. То есть, ладно, там что-то у нас полыхает в стране внутри, но мы продолжаем воевать, отправить экспедиционные корпуса, вот этих вот ничего не думающих мобиков, продолжаем воевать, а там пусть происходит все, что происходит. Понимаешь? И вот что это будет, да, и вот тут мы даем себе волю предположить, что все-таки ситуация внутренняя в России совсем не такая, какой она видится власти нынешней российской, которая может себе позволить воевать в чужих странах, да и самому населению, и отчасти элитам следует задуматься над тем, собственно говоря, к чему они все двигаются. Причем я тебе скажу, что какая-то преизрядная часть оставляет последнюю еще надежду. Такая какая-то последняя часть думает, вот же, когда-нибудь Россия же не может проиграть. Она же всегда, они истории не читали, они убеждены, что как же, где же, должны же в какой-то момент перелом наступить. И до Киева конница, весь набор исторических представлений, абсолютно заблуждений. Я бы сказал, что Россия в 20 веке, если серьезно посмотреть, кроме, собственно говоря, Второй мировой с союзниками, она вообще мало чего выигрывала так по-настоящему-то. Это мало кого волнует, но тем не менее, вот мы хотим порассуждать. Конечно, это тот же самый тезис, который мы не раз обсуждали. Превращение войны империалистической в гражданскую, по-моему, он совершенно не снят. Другими словами называй, этими, неважно, но суть та же, что конвертация, трансформация ее, безусловно, происходит, потому что война внешняя, она обнажает проблемы внутренние, а не другие. И эти проблемы становятся такими, которые приходится решать уже по ходу или после поражения. Давай вот с чего начнем. На твой личный взгляд, вот с момента 21 сентября, момент мобилизации, а это важный момент, это контрапункт. Почему? Потому что в войну теперь вовлечен обыватель, обычный русский обыватель. Если до этого можно было говорить, мы тут наблюдаем как компьютерную игру, то теперь приходится самому погибать. Ты вот правильно говоришь, они ни о чем не думают, наверное, основная масса действительно мало чего о чем думает. Но задуматься придется. Вот скажи мне, в разрезе, в контексте 23 года, продолжающейся войны,
Возможно, продолжать мобилизации. Охотно мы верим, что она продолжится, они новые будут набирать полчища. А этот момент, вот с этого фактора произойдет, что какая-то часть, в общем, не захочет воевать. Причем в активной уже форме, агрессивной. Не такой, что у меня есть деньги, я поеду в Казахстан или в Монголию, или в Грузию. А у меня денег нет, я уже никуда не пойду. Я буду, бля, все разносить чертовой матери, что у меня тут вокруг есть. Вот приблизительно вот так. Не, скажи-ка, дядя, да, ведь недаром, ты говоришь, скажи вот то, Да. скажи это. Что я могу сказать? Те, про кого ты говоришь, они ничего разносить, конечно, не будут. Даже если у них нет денег, они там будут у тещи скрываться, еще где-то. Но главное это не это. Главное, что у Путина нет тех самых денег, чтобы мобилизованных, которых он возьмет, снарядить, понимаешь? Мало того, что их там в лапти надо одеть, им надо дать оружие, Ну да, танк, нет, так танк очевидно. хотя бы с табуреткой, понимаешь? А ничего этого нет у Путина. И ничего не предвидится. Где он это возьмет? Китай ему даст? Извиняюсь, от хренушка он получит от Китая. Китай этого делать не будет. Да, ему может дать что-то Северная Корея, ну, согласие, конечно, Китая. Но представляешь, что это будет? Какую технику она даст? Ну, Танки я очень хорошо это представляю. танки Т-34, автоматы Калашникова, которые являются копией китайского автомата Калашникова. Да? Ну, то есть это будет вообще полный бред. Но вот Путин Извини, так... там на вооружении еще ППШ стоит, ты знаешь, вот этот Да, дисковый. Путин, так они и пока в России тоже есть, и я думаю, что мы получили информацию, я думал, что она фейковая, потом стали исследовать, и оказалось не фейковая, что действительно ППШ они рассматривают использовать в боевых действиях в городах, и, кстати, Вагнеру пытались всучить ППШ, да, которые есть на складе, но там сказали, ну ее нафиг, ребят, как-то мы лучше пешком постоим, как в том анекдоте. Поэтому, что я могу про этот год сказать? Конечно, этот год решающий, безусловно. Но ты понимаешь, ситуация какая? Когда говорят про затяжную войну, они рассчитывают, что Путин будет жить долго. И они рассчитывают, что они будут помогать ему выжить, да, потому что он многих устраивает. И давайте не будем его злить, он ахнет ядерным оружием и так далее. Поэтому, если это решающий год, и мы об этом говорили, я об этом в частности говорил в новогодней программе, и поставил задачу: ликвидация Путина — главнейшая задача сопротивления. И нам нужно его ликвидировать, по крайней мере, до следующего Нового года, и тогда кончится война. Ты понимаешь, война кончится именно с ликвидацией Путина. Пока это мурло там сидит, будет продолжаться война. Какая угодно. Он, конечно, стремится к переговорам. Он сейчас стремится как-то там отдохнуть, получить откуда-то оружие, как-то перестраховаться с нескольких сторон, да, но он в любом случае будет вредить, он в любом случае принесет несчастье не только народу России, а Россию он просто уничтожит. То есть, если мы в течение этого года не зачистим Путина, я вам говорю железно, России не будет. Не то, что в тех границах, ее уже не будет в тех границах, это 100%. Ее вообще не будет России, если мы не уничтожим в течение этого года Путина. Я абсолютно в этом убежден, и поэтому это нужно ставить как главную задачу, и это видеть. Ну, помимо этого, конечно, делать огромное количество работы, и эта работа должна заключаться в сопротивлении, не в том, чтобы там сказать, вот давайте мы там как-то там с плакатиком стоим и против. Вот меня, честно говоря, очень удивило обращение Зеленского, да, то есть он обратился к народу России, он говорил правильные слова, там, ваше трусливое молчание, там, т.т., зло очень чувствительно к трусости, все это мы прекрасно понимаем, прекрасно знаем, но после этой речи хотелось бы услышать только одно: и. Понимаешь, я всегда говорю, как говорят, мы там не хотим, там, и что? Если он сказал бы после этой речи, давайте сражаться вместе, вот мы тут на территории Украины организуем там какой-то русский корпус, приходите, записывайтесь. Вот мы мобилизуем граждан России и там русских украинцев, проживающих в России, которые
против Путина, сражайтесь на своей территории. Вот вам, грубо говоря, мандат, вот вам задачи, вот вам какой-то канал, по которому можно связываться, да, получать. Это же огромный неиспользуемый ресурс, да, вот вам методички, создавайте партизанские отряды. Помнишь, как американцы хотели, чтобы французы воевали против Гитлера? Что они делали? Они кидали пистолет FP-45 Liberator, одноразовый 45-миллиметровый, там он обошелся, $2 40 значит, центов, и их было выпущено 1 000 000 штук, да, то есть мочите путинских фашистов. Вот такая должна быть идея. Уничтожайте режим любыми способами, мы вас защитим и не сдадим. Вот если бы это было сказано, это совсем другой калинкор, а не так, давайте вот вы как-то там против зла выступайте. Да мы выступаем против зла. Мы также создаем партизанские отряды, мы активно действуем против этого зла, мы никакой, не то что помощи не видим, мы видим колоссальное сопротивление. Если бы это сопротивление было подавлено хотя бы в Европе против нас, по крайней мере, информационная помощь была бы оказана, было бы уже прекрасно. Вот каждый должен сейчас о чем говорить, что я лично сделал для свержения Путина, да? Там вот все, что угодно. Вот сейчас мы готовим, и я хочу прямо сказать здесь на твоем канале, готовим одну из операций, Powers она будет называться, по ослеплению путинских РЛС. То есть мы просим всех, кто проживает на территории России, в тех районах, где действует ПВО, запускайте шарики, наполненные гелием, привязывайте к ним 30-метровую ленту алюминиевую. Обычно это ничего не стоит. И пусть они там летают в бесконечном количестве, то есть у путинцев будет видимость того, что это звезда смерти летит. Ну, представляешь, шарик, который несет... Звезда смерти, это модный тезис. Да, модный понимаешь, мем. летит звезда смерти. Они будут там обсираться в этом Подмосковье, в Москве. Там постоянно будут сирены воздушной тревоги и прочее, прочее. Сейчас вот мы проводим массу мероприятий, когда говорят, вот я тебе пример один приведу. Говорят, вот там в России все поддерживают спецоперацию. Вот я вам открою тайну, но это тайной не является. У нас есть группа «Волна». Но это открытая группа, масса закрытых. В ней почти 1000 человек, 930, если быть точным. Вот чем занимается «Волна». Выходит на ватные сайты, на всякие, на ватные чаты, притворяясь ватниками, троллит и так далее. И вот было дано задание. То есть возьмите, и было это сделано, возьмите те видео, которые используют путинцы для сбора денег на войну. Только измените там реквизиты. Вместо путинских реквизитов поставьте реквизиты наши, и все деньги, которые соберем, мы отдадим в ВСУ. И мы рассчитывали на то, что сейчас будет золотой дождь. Знаешь, сколько денег прислали? Работало, я тебе говорю, 900 человек. Знаешь, сколько денег прислали? 0. Марк, То есть 0. люди не жертвуют на СВО, Люди не никто не жертвуют ни жертвует. копейки. И это все чушь, когда рассказывают, как они поддерживают эту операцию. Войну никто поддерживать, нормальные люди не будут. Если Но за мобики свои туда деньги точно загоняют, не будут. За свои они бабки как точно. животные туда идут, то люди, когда нужно пожертвовать какую-то денежку, они это не делают. Я впервые был рад, что по сбору, так сказать, мы получили 0. Поэтому я как бы не верю в то, что... А почему говорят, что там вот... Почему нас, в общем-то, пытаются игнорировать сопротивление, чтобы потом, когда путинский режим падет, сказать, ребят, вас здесь не стояло, вы вообще кто такие? Вот там украинская армия сражалась, я понимаю, сражалась. Вот какие-то западные политики там воевали против Путина, а все остальные не воевали. Для чего это делается? Мы же с тобой понимаем, для того, чтобы приехал Чубайс условный, ну не Чубайс, а другой какой-нибудь, да, такой же Кредель, которого направят, и сказал, ребят, все, теперь будет все нормально, будет демократия, будем продолжать отправлять деньги Виксельбергу, там, кому еще, там, Ротенбергам, я не знаю, Абрамовичу. Ну, всем, кто станет
хорошими против Путина. Ну, Ротенберги пока не стали они хорошими, хотя не факт, что они станут через пару дней после падения Путина и так далее. Поэтому я вам что могу сказать? Вот когда говорят и сомневаются в том, что есть в России сопротивление, я привожу только один пример. Весной этого года мы объявили операцию «Примус», да, и я лозунг выдвинул: «Ни дня без пилорамы». Почему? Ну, тогда надо мной смеялись, говорили: Мальцев идиот, зачем нам сжечь пилорамы? Оказалось, все очень просто, да, кроме нас кто-нибудь пилорамы поджигает? Нет, никто не поджигает, они нахер никому не нужны, вы понимаете, да? Сколько сгорает пилорам в России в день? Знаете, иногда до десятка. Крупные лесоперерабатывающие предприятия горят, которые тоже у нас считаются как пилорамы и так далее. То есть сгорают пачками. В каком-то Усть-Илимске сгорели все деревообрабатывающие предприятия, которые только есть. Почему? Ну, для начала, это еще берет начало с 17-го года, с 18-го. Мы уничтожали тот лес, который идет в Китай. То есть это была тема, чтобы ни грамма там леса в Китай не попало. Тогда эта тема не очень хорошо работала, были успехи, но в основном все было очень плохо. А теперь-то посмотрите, как это работает. Каждый день, вот любой, кто сомневается, залезьте и посмотрите. Вот там поджог пилорамы, и вы получите за один день такой выхлоп, что озвереете. Почему это делается? Ну, представьте, одна только отрасль, деревянная вот эта отрасль, у Путина практически уже парализована. И я обязуюсь, что мы ее парализуем. И что будет? Ну, где они этих дров-то возьмут? Из Китая. Они их не возьмут, потому что они в Китай их отправляли раньше, а сейчас они ничего не возьмут. И поэтому вот таким образом каждый, если будет принимать участие в каких-то подобных мероприятиях, да, то есть проводить какие-то диверсионные действия против путинской экономики, в конце концов, количество перейдет в качество, и режим просто рухнет. Но я утверждаю, что нужно уничтожить Путина, что это хорошо, то, что мы делаем, но главная наша задача – это уничтожение Путина, и здесь нам, конечно, почему-то никто не помогает, и я даже догадываюсь, почему, потому что он многих устраивает. Ну вот смотри, нас сейчас смотрит 41,5 тысяча, около 10 тысяч, ну 9200 сейчас пока. Поставили лайки, у меня просьба большая к нашим зрителям, пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Нам очень нужно, чтобы вы на него подписывались, это единственный способ. Постоянный его рост подписчиков создает, в общем, новые возможности. Вот смотри, ты сказал об оружии. Да? Действительно была такая практика в фактически оккупированной Франции. Оружие и сбрасывали, без предмета просто сбрасывали и все. Там было подполье, они как-то связывались. И маки известные, и коммунистические партизаны были. Работали с маки. Да. Одну секундочку, чтобы было понятно. Это вот непонимание американцами того, что есть во Франции. Жуткое непонимание, поэтому вот этот либерейтор, который совершенно не нужен был. Если бы они понимали, как это работает. А работало очень просто. Было выпущено на территории Европы 50 миллионов велодогов за все время. То есть с пистолетов против собачек. У него калибр 6,35. Конечно, у него не 45-й калибр, но они есть у всех. Вот сейчас, если ты выходишь на лоток куда-то, там какие-то старые вещи, то среди старого тряпья обязательно пару велодогов лежит, реальных рабочих. Ты можешь взять патроны и пойти стрелять. И так, хотя оружие запрещено. Но на каждом лотке продается. Я к тому, что нужно всегда изучать, что же необходимо. Хотя вот эти как бы либерейторы, да, они дали толчок. Я извиняюсь. Ну, вот смотри, да, я просто хочу понять. Вот знаешь, бытовала такая теория среди оппозиции, что если бы в товарных количествах появилось оружие, ну, там, не знаю, там 100-200 тысяч автоматов, АКМов в России, у тех, кто готов, собственно говоря, хотя бы их закопать у себя там во дворе или там как-то использовать, в конце концов, то это, ну, нет, это, конечно, ничего бы не изменило, но сам факт наличия оружия
такого, которое боевого оружия, да, то есть это не просто охотничье оружие, нет, не вот, а настоящее, да, то есть оно бы могло бы какую-то ситуацию сдвинуть с места, вот скажем так. То есть произошло бы что-то, может, больше хаоса или чего-то. Кажется ли тебе, что, допустим, Украина, которая, ну, сама нуждается в вооружениях, ей поставляют эти вооружения, в какой-то момент в период войны, например, Данилов, секретарь РНБО, говорил о том, что вообще война может и перейти на территорию России. Сейчас это уже никто не отрицает, и, так сказать, будет это, не будет, мы не знаем. Будет. Но если, ну, мы так исходим из того, что, ну, говорит ответственное лицо, секретарь РНБО, это Совет украинский, да, если все-таки такое оружие бы, вот представим себе, ну, ладно, по всей России, ну, в приграничных областях, в центральной России, среднего, вдруг начали появляться. Вот как-то доставлены были, может быть, сброшены, может быть, переданы. С одной стороны, это выглядело бы как полное безумие, бессмыслица, потому что там ФСБ приехал, забрал эти мешки с оружием, появившиеся, значит, на территории центральной европейской территории России. А с другой стороны, может быть, это добавило бы хаоса, потому что чем больше людей обладает вот таким стрелковым оружием, автоматическим, другим, оно бы как бы, ты знаешь, русский человек, то он вот специфический, он ведь не понесет военкомат. То есть не понесет в отделение МВД сдавать этот вот автомат. Он ведь его где-то закопает, понимаешь, ты что? Вот оружие как фактор. Должна быть. Раздача оружия должна быть адресной. Огромное Только количество адресная. людей ждут. Конечно, для начала адресная, для начала. А потом в те районы, в которых будет народный гнев подниматься. Ну, ты же понимаешь, что оружие в современных условиях несколько другое. Да? Если раньше был нормально передать вот этот либерейтор и какой-то... Ну, этого недостаточно, да, сейчас уже... Да, итальянец пойдет, шарахнет в голову там немцу с автоматом, заберет у него МП, да, и нормально с этого МП потом там какой-нибудь штурмгевер отнимет, и потом нормально может стрелять. То сейчас ситуация несколько изменилась, поэтому более эффективным оружием будут, конечно, дроны. Представь себе, если какой-то группе людей, которые, ну, я прямо скажу, допустим, моим партизанам, если бы удалось получить нормальные боевые дроны, ну, то совершенно другой был бы разговор. Да, мы использовали бытовые, мы использовали эффективно и не очень. Все знают, там, на 4 один раз использовали, да, ну, 1 раз на 5 и так далее. Но если бы кто-то организовал поставки нормальные, да, через границу перевести дроны не представляет никакого труда, он перелетает через границу, да, и так далее. Большое количество людей, которые готовы не жертвовать своей жизнью, но выполнять какие-то задания есть, да, то есть мы понимаем, мы даем человеку автомат и говорим, иди там, грубо говоря, с гранатами в какое-нибудь здание ФСБ, как Михаил Жлобицкий, да, но это поступок, это не каждый на него способен, а мы ему передаем дроны, и он спокойно сидит у себя на кухне, а они поджигают крышу здания ФСБ, какой-то условный военный склад, какой-то нефтеперерабатывающий завод и так далее, и все это происходит прямо там, где у Путина, как ты говоришь, там все под ружьем, все стоят, все смотрят и ничего сделать не могут. В этом особенность партизанской тактики, и для партизанской тактики нам не хватает только современных средств борьбы, только, больше, все остальное у нас есть. Ты понимаешь, я почему завел разговор об оружии, есть оно, не есть, тут и разные там разговоры, да, в России полно оружия, конечно, полно на складах и так далее, на предприятиях, которые его производят, но проблема заключается, помнишь, как в период десятых, нулевых годов все время разговор шел о том, что вот если бы у нас было телевидение, вот пустите нас на Останкино и рухнет на завтра власть Путина, да, потом это стало понятно, что нет, она от этого не рухнет. Она не рухнет от свободы обмена информацией. Люди получат к ней доступ. Был уже и интернет, и все что угодно, и расследование Навального. И она от этого не рухнула. Сейчас разговор стоит такой. Ну вот что нам сделать? Мы люди законопослушные. Мы от мобилизации голосуем за мобилизацию ногами. Да? То есть
по разным слухам, по разным... Я еще раз повторяю, это не подтвержденные, быть может, полностью сведения, но уехал то ли миллион, то ли 2 человека, 2 миллиона человек. Ну, говорят, больше, да. Легко прочитать Казахстан, Киргизия и Грузия. Грузия. Да, ну, там уже чуть-чуть Монголия, там и так далее. Ну, опять же, я аккуратен в цифрах, потому что, знаешь, скажешь, 5 миллионов. Там, ну, где 5? Ну, как проверить? Кто? Не, ну, конечно, границы уехал. они... В любом случае, ФСБ, то есть пограничники, они считают, ну, пограничные службы, это ФСБ. Они дают 1 200 000, все. Ну, даже опираясь на их цифру, что это мало 1 200 000? Вот представь, если бы из этого 1 200 000 Украина взяла бы 10% волонтеров, а она бы нашла там 10%, там не только трусы, там те, кто не хочет за Путина воевать, но хочет против Путина, они бы приехали и воевали бы. Представляешь, ну, 100 вот, 000 погоди, человек. смотри, Мало. так давай дойдем до темы. То есть, вот все равно какой-то резерв недовольных, несогласных, дезертиров, он есть. Да? Если бы эти люди были вооружены, если бы, я сейчас не говорю, готовы, они не готовы, скорее всего, большая часть не готова, но будучи вооруженным, это же ну, какое-то совершенно дикое, безумное количество людей, которые вдруг, если бы вернулись в страну, значит, и получили бы доступ к стрелковому вооружению, я уж не говорю про что-то серьезное, то вот нам хочется понять, эти люди готовы воевать, если их много. Я понимаю, что поодиночке русскому как-то нет, не получается у него. Индивидуальности мало. А вот вместе, когда за компанию, все вместе, вот тут по-другому это работает. Насколько это никто все... этого не предложил. Если бы им предложили, то они были бы готовы. Не все, конечно. Я говорю, ну 10% точно. И тогда можно было бы творить все, что угодно. Понимаешь, если была бы возможность, я не говорю про 100 000, если была бы возможность вооружить 30 000 человек, то все, я тебе могу сейчас прям регионы назвать здесь, просто не хочу путинцам подкидывать мысли, да, ну, я не скрою, что у нас есть такие идеи, да, то есть какие-то регионы сразу бы пали, российские, сразу, блядь, и ничего бы они не давай сделали. далеко не будем. Вот приграничные регионы говорят, вот у меня Арестович выступает, он говорит по сведениям, которые, ну, и разные источники об этом говорят, там вообще с властью плохо. Какой-нибудь Шебекино, который постоянно бомбят, да, ну вот Белгородчина там через границу буквально. Тут, там бы они защитились, Марк, тактически там невыгодно выступать, вообще невыгодно. А есть регионы гораздо дальше оттуда, где тактически очень выгодно выступать, и сделать они бы ничего не смогли. Вообще ничего. Нет, но мы сейчас условный регион называем. Мы сейчас не говорим о конкретном регионе. Мы говорим об условном. Там, где действительно неожиданно вдруг начали обстреливать, бомбить. Ответно, конечно, украинская сторона. И там, как в некоторых местах, судя по всему, какой-то хаос есть. Я то и дело, вот смотрю в ТикТоке, они выкладывают: ой, заберите нас отсюда, нас тут постоянно обстреливают, у нас есть и погибшие, у нас и подстанции, у нас и то, и еще. Это не только Шебекин, там масса районов приграничных. И такое ощущение, власть ничего не может сделать. Ну, а как она воспрепятствует этим обстрелам? Эти убивают целыми домами, как в Днепре, значит, взяли ракету, херанули по дому, убили там, сейчас говорят, по последним цифрам, вроде бы 40 человек. Я вот не следил, я весь день в эфирах. Ну, то есть, я к тому, что когда мы с тобой обсуждаем, как вернуть войну обратно, то она возвращается именно так. Да, Украина в войне находится, две страны воюют, это понятно. Но внутренняя эта среда, внутренняя среда людей, которые, в принципе, режим недовольны, либо воевать не хотят с Украиной, либо просто ненавидят Путина, либо, так сказать, всегда лелеяли мечту за счет заварухи, да, поживиться, и такие есть, кто же это отрицает, да? Вот здесь вопрос остается. Вопрос в том, как этих людей замотивировать и дать им средства для того, чтобы они начали действовать. Мы вот расширяем. Это какая-то территория должна быть специальная. Либо это люди какие-то специальные, либо это какие-то средства специальные. Или то, и другое, и третье. Важная организация, ты же понимаешь, для того, чтобы это действовало, работало, это надо организовать. Важна система. А мы что видим сейчас? Сейчас организуют
неких миротворцев, да, то есть кто кому помогает? Миротворцам. Ну, понятно, там в Нагорной проповеди Спаситель говорил блаженные миротворцы, я с ним абсолютно согласен, даже спорить Да, но не он буду. еще и говорил, я вам не мир принес, но меч. Знаешь, Да, тоже. меч, да. Ну вот, и сейчас спрашиваем по поводу миротворцев, да, они выступают против войны. Но мы-то выступаем за войну с Путиным. За войну, Наша да. разница в чем? Поэтому они логично абсолютно выступают против нас. Мы же понимаем, что войну таким образом не прекратить. Вот мы против войны. Но против войны тогда надо сдаваться Путину, потому что он-то не прекратит. Либо его надо уничтожить, либо сдаться. Поэтому нужно прекратить вот эти разговоры и, самое главное, поддержку вот этих целых огромных организаций, которые за мир там, ну и что они за мир? Они просто за мир. А мы за то, чтобы плешивую башку оторвать. Вот мы за что, и тогда наступит мир. То есть мы фактически только тоже за мир, но только не на словах, а на деле. Угу. Не, ну это тезис, который мы уже давно озвучиваем с начала войны, потому что надо создавать не антивоенные комитеты, а военные комитеты. Конечно. Людям очень тяжело через себя переступить, и большая часть, будем говорить прямо, либеральная часть, она не готова через это переступить, у них нет этого ни стимула, ни внутреннего они понимания, ни стержня. Ну что ты, Марк, либералы пойдут, я знаю, я все знаю. Они пойдут. Я все прекрасно про них знаю, ты мне не рассказывай, я их знаю десятилетиями. Вопрос же для в них другом, что? Для них что главное, даже они декларируют, человеческая жизнь. Ну что же они пойдут свои жизни класть за други своя? Нахера это им нужно? Да, нет, это очевидная вещь. Я напоминаю, у нас 50 тысяч смотрят, почти 15 тысяч поставили лайки. Просьба ко всем зрителям, кто к нам присоединился, не примите воспользоваться возможностью, обязательно распространите ссылки на этот эфир и также обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайв. Напоминаю, у нас сегодня несколько незапланированные, мы планировали завтра, но вот так поговорили. Мы все-таки проведем сегодня стрим с Алексеем Арестовичем. Буквально в 22 часа по Киеву, в 23 часа по Москве мы проведем этот стрим. Естественно, он вызван тем, что нам надо обсудить то, что произошло в субботу, последствия этого, как работала ИПСО московская, и вот этому всему будет посвящен наш эфир наряду с новостями, которые мы будем обсуждать, текущими о войне и так далее. Вот смотри, я почему пытаюсь еще раз к этому вернуться, потому что исторически, давай прямо говорить, мы знаем опыт возвращения войны империалистической, ее превращения в гражданскую, это известное всем второе десятилетие 20 века. Который стал и нашим тезисом. Да, Ленин его озвучил, понятно, можно по-разному относиться, так сказать, я антикоммунист, но это не отменяет революционной тактики и, собственно говоря, целей и задач, да, сил и средств, которые ради выполнения этой задачи, значит, неспровержения власти в России, вот этой самой власти, не какой-то абстрактной, а конкретно путинской власти и режима, требуется вот какая-то определенная работа. И эта работа, вот ты сказал, нужна, соответственно, организация. Да? Что такое организация? Организация – это политическое объединение, которое имеет организационное ядро, руководство, имеет сеть. Ленин-то ведь действовал через РСДРП, она то объединялась, то разъединялась. Ну, в 17-м, ты помнишь, там и объединительные процессы шли. И опора на советы депутатов, советы крестьянских, солдатских депутатов. Известно, что он в 1905 году создан был. Хрусталев-Насарь был первым председателем. Там, в 17-м уже Троцкого мы знаем и так далее. Ну, в общем, это была параллельная власть. Попытка ее создания, но она удалась. Потому что она попыталась раньше взять власть, июльское восстание знаменитое, когда они с пулеметами на мирную демонстрацию пришли, ну, их, конечно, разогнали, эти все поразъехались в разлив, значит, Ленин и так далее, но целей своих добились. Что было главным? Ну, конечно, деньги немецкие, на которые были закуплены возможности по пропаганде. Вот, сейчас вроде так вопрос не стоит, он пропагандирует, сколько влезет 24 часа через интернет. А вот сил средств, понимаешь, у них была опора на дезертиров, на стоящие ничего не делающих крестьян. Из крестьян армия состояла, да? Значит, сам фактор поражения в войне, потому что начались к 17 году одно за одним поражение. Рабочие отряды, понимаешь? То есть был гегемон, проллы были, на которых можно было опираться. Сейчас многое из того, что было тогда, сейчас нет.
Сейчас единственная надежда на дезертиров, но население вот наше, вот оно такое, какое оно есть. Те, кто мобилизованно идут, как ты говоришь, они ни о чем не думают. То есть надо, чтобы они начали думать, значит, в каком пакете черном они могут вернуться, и у них должна появиться мотивация отправляться не на Запад, а, как говорится, на Восток, в другую сторону, понимаешь? И этого не происходит. Причем, я тебе напомню, что как только началось 21 сентября объявление о мобилизации, да, какие-то слабые попытки предпринимать, мы даже у нас на канале призывали, никуда не ходите, собирайтесь около администрации, скажите, мы никуда не пойдем. Причем это было на фоне событий в Дагестане, там, помнишь, бунтовали, да, еще где-то. И все исчезло, все как бы легло. Все. А трупы уже поехали, понимаешь? А предположение было, что трупы, они детонируют. То есть, в общем, другие следующие, которых будут тягать, они скажут, а мы не поедем. Какую ты здесь видишь возможность для того, чтобы этот процесс стимулировать, и как его стимулировать, в принципе, извне? Потому что внутри страны это, так сказать, особый вопрос. Я понял. Понимаешь, разница с тем периодом состоит в том, что тогда у Ленина было 20 тысяч, у меня гораздо больше, да, на сегодняшний момент. Но это не меняет ничего. Почему? Потому что помимо ленинских, коих было очень мало на самом деле, были анархисты, которых было непонятно сколько, но более миллиона. Были эсеры, которых был только боевая организация 300 тысяч, а так больше миллиона человек и так далее. Поэтому, и, кстати, они на выборах, которые прошли после Октябрьской революции, как ты помнишь, победили, где, помнишь, караул устал и всех выгнали. Вот. Поэтому, что я могу сказать? Ничего подобного сейчас нет. Мы с тобой упомянули рабочий класс и рабочие отряды. Ничего подобного нет. То есть класс гегемон сейчас сидит в офисах за компьютерами. Выгнать и дать им ружье, я думаю, это будет проблематично. И поэтому ты говоришь, какие должны быть условия. Ну, во-первых, мы должны формировать структуру из тех, кто желает действовать, сознательно желает действовать, понимаешь? Таких людей очень много. Отмороженных такого нашего порядка, ну, я думаю, что 4% россиян мы найдем легко, а этого уже достаточно. И кроме всего прочего, ты говоришь, как вот создать условия для того, чтобы все это прекратилось. И тогда не стояло вопроса об уничтожении лидера, кем бы он ни был, там царем или Керенским, да, то есть Ленин не вел разговор о цареубийстве, и Керенского тоже не пытались свергнуть путем уничтожения, хотя легко могли, как ты понимаешь, он выезжал на фронт, выступал перед рабочими отрядами в том числе, то есть проблем вообще не было его шлепнуть, но не это было главное, то есть убив Керенского не получили бы власть. А вот здесь совершенно другой сейчас, так сказать, момент. Да? Сейчас есть Путин, и уничтожив его, можно уже абсолютно четко изменить всю ситуацию в России. Что произойдет после уничтожения Путина? Очень легко просчитать. Сразу начнет толпа волноваться, между собой начнут бороться всякие Пригожины, Шойгу, Володины, Медведевы, не с тем числа. Они никогда не договорятся. Кто-то из них побежит выпускать из тюрьмы Навального, кто-то еще что-то начнет. Кто-то начнет орать, надо прекращать немедленно войну, и все скажут, даже противоборствующие, да, войну надо прекращать, это все Путин, он злодей, а тут скажут, а надо еще Гиркина отдавать немедленно в Гаагу, чтобы, договориться как-то, и все, это будет самый лучший момент для того, чтобы их там прихлопнуть окончательно всех, понимаешь, поэтому и не ждать, пока России по полной программе займется Китай, а он займется, как только приедет, вернее, он уже занимается, но как только приедет Си Цзиньпин, Путин сольет Россию окончательно под Китай, это 100%, я уверен, что с этого момента начнется операция СССР-2, да, с тем, чтобы Китай смог Россию полностью поглотить. Ну или не полностью. Я думаю, у Китая, может быть, не хватит селенок. В любом случае, тогда Россия разорвется на такие куски, как китайская территория, может быть, по Волгу, да, территория, где будет установлено марионеточное правительство, чтобы обслуживать трубу. Ну, это, скорее всего, туда Питер попадет, всякие Уренгои и так далее. Вот все, что сейчас идет через Украину, Уренгой, Помар, Ужгород, и будет этой как раз
республикой марионеточной. Ну, а та часть, где мы с тобой живем, она, наверное, станет какой-нибудь Тюркской республикой, да, в рамках Тюркского союза, да, то есть, ну, понятно, что Татария уже отделится, Башкирия уже отделится, а что они впитают в себя, Башкирия не имеет как бы общих территорий, общих границ с Казахстаном, но пока не имеет, значит, будет иметь, они же должны какой-то коридор. Да там недалеко, я из Самарской области, и она граничит с Казахстаном, там дальше Уральск и так далее, то есть там не так далеко на самом деле. Поэтому эта территория тоже уже отрезана. Ломоть, и нужно понимать, что это сейчас вот у нас на глазах будет делаться. Если мы не сможем это остановить, мы можем это уничтожением Путина, ну или подняв какую-то очень серьезную революцию сразу везде, что, по-моему, сейчас практически невозможно сделать, да, то есть у нас есть силы, но, я говорю, они ленинские, нам не достает очень многих вариантов, да, очень многих там эсеров, анархистов, рабочих, конечно, да. солдат, которые создадут солдатские комитеты, ну и так далее, матросов, опять же, и прочее. Поэтому я думаю, что сейчас главную ставку нужно делать на те личности, которые хотят сражаться против путинского режима. И если нам никто не поможет, мы все равно будем сражаться, но будем менее эффективны. Очень жаль, если так будет. Если нам кто-то поможет, то мы можем организовать очень много интересных операций, серьезных, да, которые просто Путина кастрируют мгновенно. То есть даже без уничтожения Вовы мы уже можем создать такие жесточайшие проблемы. Но как бы для этого нужна помощь хотя бы какого-нибудь государства. Понимаешь, парадокс? То есть, если мы что-то делаем... Ну, Ленин такую помощь получил, я тебе напомню. Да, мы должны где-то спрятаться. Тут даже не деньги, даже не оружие. Просто нужна помощь хоть какого-нибудь, хоть любого, хоть Вануату, да? И от имени этого государства мы можем сделать все, что угодно. Вот я могу от имени организации артподготовки, там, террорист номер 35, купить какие-то условно джавелины? Нет, не могу. А от имени Вануату я могу купить что хочешь. Да, они будут стоить не 300 тысяч долларов или там 400, а будут стоить 6 миллионов. Но дело тут на этом мы деньги уже соберем, если будем знать, что это как раз тот джавелин, который плешивую башку отшибет. Вот в чем дело, понимаешь? А у нас нет помощи ни одного государства, я подчеркиваю. Вот я напоминаю, что мы уже почти 42 минуты в эфире. И, соответственно, 53 тысячи нас смотрят, 16 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто с нами. У нас еще есть время. Вот смотри, давай сейчас к элитам вернемся, потому что это тоже важный аспект. Мы народ так обсудили телеграфно, давай поговорим об элитах. Какой процесс идет там? Мы хотим разобраться. Ну, твое мнение тут тоже интересно, потому что я это обсуждаю, конечно, с другими спикерами. У всех разные точки зрения, оценки. Давай мы поговорим, как ты это себе видишь. Ну, вот новое командование войной, да, в лице... Новое старое, назовем его так, да, в лице Герасимова, генерал армии, главы Генштаба, который возглавил специальную военную операцию, так называемую. Поставил к себе замами, там один из них Суровикин, тоже, кстати, генерал армии, получил от Путина. Вот сегодня даже Песков комментировал, что значит, не надо искать раздуваемых противоречий между ЧВК «Вагнер» и Минобороны, и силами ее, что этого ничего нет. Хотя мы не дураки, мы все прекрасно знаем, что они и есть, эти противоречия. Это отражение части больших противоречий, которые внутри элиты все-таки имеются. Да? Мы под элитой, понятно, в кавычках, не говорите, что мы тут их воспринимаем как элиту, они сами себя так называют, ну пусть пока называют. А какая линия там, внутри от элиты, и она спускается вниз? Ну, часть элиты не хочет этой войны, не хочет терять. Не то, что они за Украину, не то, что они за демократию, не то, что они против Путина. Они просто хотят жить, как они жили до 24 февраля 2022 года. Воровать, отдыхать,
бледовать, так сказать, жить с проститутками, кататься на море, в Кап-Феррах где-нибудь там, не знаю, в Майами, в лондонском Сити, перемещаясь между Парижем и, соответственно, другими прекрасными местами, значит, трехзвездочный мишленовский ресторан, ну, весь вот тот фарш, как они жили. Все было хорошо, сука, ну, все же было замечательно. И их вдруг погрузили в вот это вот во все. И я тебе скажу, там не только проблема санкций, невозможности выезда, какие-то начались аресты, и уже он в Эстонии собирается конфисковывать первое имущество в Европе и так далее, а просто их заставили работать. Путин вдруг начал взбодрить аппарат, бюрократию, говорит, что давайте занимайтесь мобилизацией. Раньше не надо было мобилизацией, теперь надо, оказывается, заниматься, изыскивать деньги, финансировать военкоматы, подключать полицию, ФСБ, вместе с ними взаимодействовать, амунировать, значит, этих мобилизованных. Но никто работать не хочет. Ты же понимаешь, что собрали класс чиновников по всей стране, и региональных, и федеральных, которые они привыкли не могут, ничего Марк, не делать. они не только не хотят, ты знаешь, они и не могут. Они не могут, да, управленцы они никакие. Но вот они этим занимаются, ну, многие в контексте того, что новое командование появилось, оно же само по себе-то, что, ну и что Герасимов, он и 24 февраля был Герасимов. Но в контексте вот будет большое наступление, большая война, ну, даже не буду называть, все обсуждать, но неважно, на этой неделе у нас будут все авторы этих концепций, что вот беспощадный последний ва-банк будет как раз вот в промежутке между концом зимы и весны. Россия соберет эти 500 тысяч, погонит их от Беларуси до чуть ли не десанта в Одессе, и там, значит, это будет решающий этап. Конечно, он не состоит, и его целью не является захват всей Украины, это невозможно. А вот заставить пойти на переговоры, добиться своих целей, так называемой спецоперации, путем заставления через Запад Киева пойти на эти переговоры и там договориться о перемирии и весь остальной набор, который, по-моему, невозможен, но это не значит, что Москва не намеревается его осуществить. Вот ты мне скажи, а ведь у них есть куда больше рычагов воздействия на ситуацию, которые они боятся как бы использовать, они боятся, ну, они трусы просто, все трусы, инвертировать в решимость. Что надо сделать, как ты это видишь со своей стороны? Ну, если говорить о барыгах различных и тех, кто грабил вместе с Путиным. Бары и бюрократы, ну, как Ну бы да. по отдельности и вместе. Они очень трусливые все, и понятно, что они не будут выступать против Путина. Если они будут выступать, то выехав где-то за рубеж, да, и там заявив что-то для того, чтобы там получить какие-то документы, то есть им Натурализоваться, легализоваться. да, посоветовали адвокаты, чтобы выйти из-под санкций и так далее. Я тебе скажу, вот на сегодняшний день помощь ни от кого нам даже не предлагали. То есть, казалось бы, если кто-то из них обладал хотя бы авантюрной жилкой, да, как Парвус сказал, ну вот есть Ленин, Мальцев, надо там нормально поработать, у нее есть организация, там можно мочкануть Путина, для этого совсем чуть-чуть надо денег собрать и так далее. И то есть уже будет определенный расклад. Ничего подобного мы не слышали, не видели, никаких подобных предложений никто не делал, а значит, они об этом даже и не думают. Почему не думают? Ну, понятно, почему, потому что они не могут прогнозировать будущее, не знают, чем это кончится, да? То есть, а вдруг, они всегда думают, а вдруг там вот Путина не снимут, там у них есть какие-то, кто снимает, понимаешь, там еще что-то, то есть какие-то процессы у них, они в их голове, они системные, да, что есть какие-то люди, которые там умнее их, есть какие-то люди, которые что-то контролируют, ну, может, это и не люди вовсе, может, по их мнению, это рептилоиды, может, я что-то не знаю, но в любом случае мне наплевать на это, а вот относительно тех людей, которых ты называешь элитой, мы называем правящий класс, да, у них, конечно, полный кошмар, они между собой враждуют, мы видим, как сейчас Пригожин выступает против Медведева. Да, почему? Открытые, так нет, про его фантазии, он назвал эротические фантазии. Да, это совершенно... А как у эротики, как бы секса у Медведева нет, мы знаем. Ну да, прослеживается очень четкая связь Пригожина с Володиным, и я это предполагал и говорил, что так и будет. Ну, потому что я хорошо знаю Володина.
И прослеживается, конечно, то есть вот это триумвират такой, да, Пригожин, Кадыров, Володин. Володин стоит в стороне, делает что-то руками Пригожина, тот нанимает всяких Соловьевых, Киселевых, все кричат, какой замечательный Вагнер и так далее, да, в угоду Пригожину Володин там трамбует Беглова и прочее, прочее. То есть мы видим, происходят некие события такие эпохальные для России. Ну, потому что был болото 23 года, а тут начали локотками работать. Мы видим группу, которую, значит, возглавляет Кириенко, да, эта группа Да, ну, очень определенно. серьезно, да, взаимодействует с военными тоже. Мы видим Шойгу, которого загнали совсем в угол, и он вынужден поставить, руководить Суровикиным этого... Герасимов. Герасимов, да, конечно. То есть, представляешь, начальник генерального штаба еще тактические задачи решает. Как в том еврейском анекдоте, если бы я был царь, я бы жил лучше, чем царь. А почему? Да я бы еще и шил. Да, вот так и здесь. Он планы наступательных, да, стратегических и стратегических оборонных операций рисует, а он их еще, оказывается, должен реализовывать. А зачем? Ну, ответ только один. Для того, чтобы Шойгу не был командиром непосредственным у Суровикина, и чтобы был какое-то промежуточное звено, можно сказать, вот Суровикин, Герасимов, он отдает непосредственно приказы. Какие уж там приказы, я не знаю, взорвать Днепрогэс, тактическое ядерное оружие бросить, любые они могут быть приказы. Главное, что Шойгу не хочет в этом участвовать и дистанцировался. Это совершенно очевидно, иначе бы он сказал, не, я тут самый главный с шашкой наголо, давай рисуй, а я этому скажу, выполняй. Что нужно сделать вот Герасимову? Только сказать, выполняй то, что я нарисовал. Ну, для этого Шойгу есть. Но он не хочет, он в сторону ушел. Он сказал, так, ну ты ему сам скажи, чтобы выполнял, а я тут пешком постою. Поэтому это очень такая странная картина. И в этой ситуации мы видим Сечина, который платит деньги за то, чтобы о нем не говорили в средствах массовой информации. Я рекомендую тебе каждый эфир говори про Сечина, прям чтобы они в конце концов начнут присылать. То есть каждый эфир, начиная с Сечина и заканчивая какими-то новостями, я думаю, она звереет, будет присылать какие-то средства, скажет, только не говори. Да? Мы видим Миллера, который укрепляет свою ЧВК, да, ну на самом деле это называется этой службой безопасности Газпрома, да, у этого службы безопасности Роснефти, у этого службы безопасности Газпрома, там боевая техника на вооружении находится, которую они не отдают на фронт. У них есть боевая техника, у них есть тяжелое оружие, они не отдают его на фронт. Почему? Зачем они его держат? Сейчас мы знаем, что на складах Калашникова огромное количество оружия скопилось. Даже Путин об этом не знает, а мы знаем. И для чего держат это оружие? То есть они создают свой запас на момент и так далее. Это их резерв на случай войны. Что им, китайцы, что ли, дадут оружие? Или американцы пришлют им оружие сражаться? Нет. Для того, чтобы как-то бороться за власть, нужны вооруженные люди. А вот для вооруженных людей, да, что самое главное? Оружие, да, больше ничего. Людей-то, когда такой страшный момент, набрать можно сколько хочешь. Они сами придут, потому что все в такие моменты кучкуются в сильные стаи. А что такое сильная стая? У которой есть деньги. Да какие деньги? Сейчас, если у тебя есть люди, оружие, ты приходишь прямо на печатный двор, и забираешь деньги, на госзнак и берешь денег столько тонн, сколько тебе нужно. Оставляешь там автоматчиков с пулеметчиком, говорит, так, вот эти пусть печатают, а вот эти пусть отвозят, куда я скажу. И все, ты сам понимаешь, как это работает. А поэтому главный человек с ружьем, это всегда было и всегда будет. А если у человека нет ружья, ну все, значит он пролетающий человек.
Но я цитирую часто классика, который говорил: все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Булат Вот. сильнее Злата. Поэтому, а Россия такая страна, в которой все решает Булат. Да, потому что деньгами, торгашеством, как мы выяснили, вообще в такие моменты мало чего можно добиться. Это иллюзорная вещь. Но вот смотри, давай тогда применительно, сейчас мы уже ближе к концу, 53,5 минуты мы в эфире. Давай вот какой вопрос обсудим, который представляется важным. Контекст войны и поражения возможного, да, поражения, ну, оно тоже по разному масштабу может быть, потому что пока еще Путин ничего не выиграл. А он с осени, что называется, только проигрывает. То есть Солидар можно не считать, но это смешно просто, да. Но он проиграл Извини, это Харьковскую очень операцию. важно. Это очень важно для борьбы вот этих кланов. Представляешь, Не, сейчас ну для вот конечно, они же воюют за то, кто его взял, этот Солидар. Это да, прямо на сейчас наших у нас глазах происходит. рассказывают о том, что Путин вызвал Пригожина, чтобы там на ковер. На какой ковер? Они не понимают, Питер как якобы. бюрократическая система устроена. Он вызвал единственного, кто там что-то отыграл, отвоевал. Да, И, конечно. конечно, Пригожина сейчас все ненавидят люто. И если туда, куда пришел Пригожин, прилетит вдруг случайно С-300 какая-нибудь ракета Да нет, российская. вполне Да, такое возможно. А да, что российские, которую они нельзя украинцам передадут координаты и скажут: вот он да, здесь вот. да даже не передадут. И у Украины С-300, и у Герасимова С-300. Прилетит С-300, дохлобучит, скажет: ну да, вот беда. Украинцы прибили Но вот нашего смотри, замечательного. чтобы не уйти от ответа, да, Да, извини. от вопроса. Война и возможное поражение, как оно может сказаться и на раскладах, и на самом Путине, и на вот этой самой, которую мы с тобой обсуждали, ну так называемая элита, правящий класс, класс власти, неважно. Дело же не в названии, не в дефинициях, не надо спорить из-за слов, Не, я не важно спорю, я спорить по просто... сути. А я не с собой, у нас все время попрекают: нахрена вы их элитой называете. Ну, неважно, всех в одном гробу всех уравняем, да, значит, в одной яме. Вопрос в другом. Вопрос, как это может быть. Вот он, представим, действительно проиграет еще, деоккупирует несколько территорий, а Украина к этому готовится, вооруженные силы Украины. То есть в какой момент, да, потеря Крым, Мелитополя, Марк, там еще Крым. что-то. Ты сам все понимаешь. Как только Я пойдет понимаю, я тебя Крым, спрашиваю. Путину капец, все сразу. Если что пойдет, если что пойдет. Крым. А, Крым все-таки. Конечно, то есть это главное. Все остальное это ерунда. Можно вообще ничего не обсуждать. Ни Солидара, ни ничего. Все-таки Крым. Главное Крым. Крым не наш. То есть все вот эти вот ватники отмороженные. Че бы ты им ни говорил, они про Крым наш рассказывают. Вот что Путин сделал? Да он нам Крым вернул, блин, вот такие глаза. Вот как только Крым не наш, все, Путин убит. Просто он никто, он ничтожество, он ничего из себя не представляет. Ватники будут в ярости, поверь. Что бы там им ни вчихляла пропаганда, это уже не будет вкуриваться. Во-первых, потому что будет финансово очень трудно им жить. Но как-то без финансов они жили, чувствуя, что Крым-то наш, да. Ну да, оправдание, моральное оправдание за беды, да. Да, да, понимаешь, поэтому я думаю, что вот это будет самый серьезный удар, и надеюсь, что Путин потеряет Крым к лету. Очень на это надеюсь. Недаром. Но надежда это одно, а тут... Что делать вот, в Крыму зимой, да? Да. Вот смотри, ведь Запад вместе с руководством ВСУ, ведь что происходит? Они сейчас же это решают. Мы этого не знаем. Мы тут при чем? Они решают, где ударить, куда ударить, какие средства дать. Да? Запад уже, ты же видишь, дает и бронетехнику, и вот о танках сейчас дискуссия идет. Скоро Рамштайн, там будут решать. Вот разговор идет о самолетах. Пока о МИГах, возможно, какие-то еще появятся возможности. Но обсуждение уже идет. И оно идет применительно к Солидару. Извини, Марк, сейчас мы видим, как даются наступательные средства. Даже французы дают свои колесные танки. Что это такое? Это реальные наступательные средства. И очень серьезные. Пусть он там старенький для Франции, но для путинцев он самый то, понимаешь? Чтобы... И мы видим везде позиции, какие приходят сейчас. Это наступательные средства. То есть тут объяснять ничего не нужно. Так, значит, если это наступательно, значит, они и решают, куда наступать. Вот, и идет же Солидар отбивать или идти через Мелитополь на перешеек. Вот о чем речь. То есть, и они для себя это мучительно, может быть, и решают. Ну, так и положено. Военному руководству, союзникам, Пентагону, там, всем остальным. Когда мы с тобой сейчас обсуждаем это, мы и говорим:
да, но беря на себя моральную некую ответственность, что мы считаем, там, ты считаешь, там, другие считают, что, наверное, если все-таки пойдет Крым, или как минимум подойдут к Порошенко и от Чонгара поставят РСЗО и будут обстреливать всю территорию, а там дострелят всю территорию, там уже вообще ничего не остается, там жить уже невозможно, потому что все, что будет находиться на территории Крыма, все под обстрелом будет, да, весь Крым, а это полуостров, это же не то, что я отбежал и там издалека махаю рукой на расстоянии, на которое вы не достреливаете, это уже вся территория будет находиться под обстрелом. То есть, возможно, для себя сейчас решают, мы двигаемся в эту сторону или в эту, понимаешь, на юг, на восток и так далее. И когда мы говорим, что если действительно важным элементом в сознании, центральным, у этого большинства путинского является Крым, и вот этот Крым наш и все, что с ним связано, то, конечно, логично направлять туда. И направлять с тем, чтобы деоккупировать в первую очередь его, а не Донбасс там, или какие-то еще оккупированные территории Украины. Вот о чем речь. И ты считаешь, что сам факт деоккупации Крыма приведет к событиям внутри России? Да, но он будет являться результатом победы Украины. Поэтому я не говорю о том, что необходимо сейчас прям взять и все силы направить на Крым. Я понимаю, что украинское руководство думает иначе, ну, в смысле, по-своему думает. Если смотреть стратегически, да, то есть с точки зрения военной стратегии, самый, так сказать, страшный, неотразимый, и я бы сказал, ну еще все какие угодно эпитеты, да, можно применить, удар был бы на Брянск. Этот удар был бы сокрушительным, конечно. Вот, там вообще нет никого, да, и туда можно идти прямо до Москвы по Брянской дороге. Ты на месте, ты с нами, Слав? Ты на месте? Да, я про Брянск говорил. Да, про Брянск. Продолжай про Брянск, я тебя не перебиваю. Ты просто да, я говорю, ну это была для Путина катастрофа, но Украина это не сделает. А жаль, потому что направление на Брянск это было бы сейчас самым эффективным, которое взорвало бы сразу. Это даже уже хуже Крыма было бы. Крым это просто это по остаточному принципу, его можно было взять вообще без боя, оттуда бы все ушли на Брянск. Все убежали бы Брянск защищать, понимаешь? Ну, либо Брянск, либо Крым, получается. Выбор да, такой. нет, но если Брянск, ты понимаешь, да. Это Москва. Брянск, ну, да, это Москва. Да, это все, жопа с ручкой, извиняюсь за выражение. Поэтому у Путина не было бы никаких вариантов. Ну и последний вопрос, мы уже час в эфире, он самый последний, короткий. Ну вот ты же знаешь вечные претензии, что вы тут из-за границы все говорите, сами ничего не делаете. Скажи мне, вот представим себе, что-то полыхнуло в Брянске. Ну я уж не знаю, в Москве тем более. А в какой момент ты бы видел, кому и как надо вернуться? Тебе, мне, там, другим иммигрантам, которые бы могли бы вовлечься в какие-то события. Вот когда надо возвращаться? Не, возвращаться надо, когда там уже начнутся боевые действия. У нас все четко прописано. То есть у нас на этот счет есть несколько планов. И Путин, кстати, в курсе дела, что у нас 7 планов по вариантам возвращения. И ни один из них они парировать не могут. Просто не могут, потому что ну, они такого рода. Я как-нибудь расскажу, будет больше времени. И это очень смешно. Ну хорошо, 60 630 человек нас смотрят, 21 тысячу поставили лайки, просьба большая к нашим зрителям, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, это важно, ставьте лайки, это помогает попадать в рекомендованные, опять же, расширение аудитории, обязательно подписывайтесь на канал Феоген Лайв, ссылки по имени Вячеслав Мальцев, ссылка на канал Вячеслава Мальцева Народовластия, вы можете пройти, подписываться там, смотреть эфиры там. Вот. Напоминаю, что буквально через час, чуть меньше, 58 минут, у нас будет такой несколько экстренный эфир с Алексеем Арестовичем. Мы его вот проводим, как обычно, в 22 часа по Киеву, 23 часа по Москве. Не пропустите, приходите, вас будем ждать. Слава, спасибо тебе, ну, увидимся, поговорим еще как-нибудь. Смерть тиранам, власть народу, до свидания всем своим соратникам. Говорю, сейчас прихожу в эфир на Народовластии. Счастливо, удачи, спасибо, Марк. Пока, спасибо.